Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, я сертифицированный нутрициолог, но не только. Я когда-то весила 120 килограммов и настолько сильно захотела похудеть, что придумала свой собственный метод снижения веса без диеты и тренировок. И, конечно, когда я начинала свой процесс снижения веса, как и большинство, я совершала огромное количество ошибок. И в этом видео я поделюсь с вами самыми частыми 10 ошибками при снижении веса, ну и, конечно, поделюсь тем, как эти ошибки не повторять в будущем. Начинаем! Ошибка номер 1. Я думаю, ее совершали все. Жду ответы ваши в комментариях. Ошибка номер 1 – это явное или скрытое голодание. Когда я говорю явное, я имею в виду, конечно же, то, что многие называют лечебным голоданием. Хотя на самом деле никакого лечебного голодания, как метода оздоровления либо снижения веса, не существует. Если посмотреть информацию медицинских организаций, окажется, что все это относится к методам альтернативной медицины. И есть еще не только такое явное голодание, есть еще замаскированное. И когда я говорю замаскированное голодание, то это значит, что это какая-то там ультра диета, то есть это какая-то монодиета, соковая диета, там диета на смузи. То есть когда мы вроде бы что-то там едим, но получаем очень маленькое количество необходимых для нашего здоровья питательных веществ. Так в чем же ошибка? Вроде бы, когда хочешь похудеть, голодать очень разумно. Ведь мы сначала ели, а потом было бы, кажется, умно не есть. На самом деле это приводит к совсем другим последствиям. И эти последствия, к сожалению, заметны некоторые сразу, некоторые через время. И одно из таких последствий – это замедление обмена веществ. Поэтому очень многие сталкиваются с таким, что вроде бы сначала снижение веса шло, человек ест все так же мало, но вес уже не уходит. Это как раз-таки один из сигналов, что в ответ на тот стресс, который мы своим голоданием создали организму, вес не снижается. В этом случае еще один немаловажный момент, что когда вы решаете использовать такой метод снижения веса, вес действительно снижается, то есть циферки на весах, они меняются. Но в действительности то самое похудение, снижение веса происходит именно за счет сжигания мышечной массы, не за счет жировой массы. И дальше что происходит? Когда мы возвращаемся к тому или иному питанию, в любом случае мы продолжаем питаться, то все то место, которое у нас было занято мышцами, занимает еще новый жир. И как раз таки вот такие эпизоды голодания для похудения и являются спусковым крючком для аномального накопления жира в нашем теле, с которым очень потом сложно договориться и, естественно, работать. Замечательным является то, что наше тело имеет просто невероятные способности к восстановлению. И решением в таком случае, когда есть такая ошибка, и вы знаете, что это уже было, и знаете как раз-таки те самые последствия, потому что лично с ними столкнулись, то решением будет, это, конечно же, здоровый подход к снижению веса. Узнать, сколько у вас лишнего веса и разделить это на 3 килограмма в месяц в среднем. Потому что похудение именно за счет жировой массы – это полкило до килограмма за одну неделю. И, соответственно, мы получаем, что за месяц здоровым путем и именно за счет жировой массы можно снизить свой вес на 2-4 килограмма. А мы с вами уже на ошибке номер 2. И, конечно же, это классика всех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Это поиск той самой волшебной таблетки. Все мы думаем примерно так. Куплю коктейль разрекламированный, куплю какую-нибудь добавку, куплю чай для похудения или какие-нибудь препараты для разгона метаболизма, и все прям-таки рассосется, как нам всем кажется вначале. Но в действительности что мы получаем? Даже если какой-то результат и есть, то опять за счет чего происходит этот результат и насколько он сохраняется. Кстати, напишите ваши комментарии, если вы предпринимали такие попытки, чем они закончились. Потому что в моей практике, на моем опыте работы с клиентами происходит всегда по одной схеме. Минимум – это отсутствие хоть какого-то результата, и это на самом деле самый лучший вариант. Дальше есть, когда человек какое-то время снизил вес,
Опять, мы не знаем, за счет какой именно массы он этот вес снизил. И дальше происходит, что набор веса, как я всегда про это говорю, к сожалению, с бонусными килограммами. И бывают на самом деле и такие ситуации, что люди после применения тех или иных добавок, препаратов, коктейлей тратят потом огромное количество времени, сил и денег на восстановление своего здоровья. Поэтому самое время принять решение, и это и будет решением этой ошибки, перестать искать волшебные таблетки, методы и способы и, наконец-то, поверить в свои силы. И все обязательно получится. Ошибка номер 3. Это мне тоже кажется классика. Это завышенные ожидания. Что-то из разряда «мне нужно быстренько скинуть 30 килограммов за 2 месяца». С таким я тоже часто сталкиваюсь. И, конечно, когда есть такие завышенные ожидания, то и инструменты выбираются некорректные, да, то есть неверные. И человек максимально себя ограничивает, держит себя в ежовых рукавицах. И чем, да, по законам физики, чем сильнее мы сжимаем пружину, тем сильнее будет, естественно, от нее и ответ. И, конечно же, когда мы очень долго, да, все это копили, собирали свой там жирок, готовили у себя запасы, то, конечно же, нужно опять быть взрослым человеком и реально оценивать, за какое количество времени можно снизить свой вес здоровым образом и без вреда для здоровья. И решение для этой ошибки точно такое же простое. Берем свой лишний вес, его количество, там 15 у вас лишних килограммов, и делим на 3 килограмма в месяц. Это будет ваша средняя потеря веса. Может быть чуть меньше, может быть чуть больше. И мы получаем, если есть 15 лишних килограммов, мы получаем 5 месяцев. Это то время, за которое без вреда для здоровья можно снизить свой вес на 15 килограммов именно за счет жировой массы. А мы с вами уже на ошибке номер 4. Ошибка номер 4, я думаю, знакома каждой. Это отговорки. Нет, подождите, тысяч отговорок. Вот так будет верно. Тут в ход идет все. Возраст, ретроградный Меркурий, гормоны. Я думаю, вариантов у каждой огромное количество. И даже я знаю сейчас люди, которые смотрят это видео и понимают, что что-то делают не так, если нет того результата, который хотелось бы, обязательно напишут мне свои отговорки. И тут, конечно же, решением будет что? Решение всегда на поверхности. Это просто быть честной, да, с единственным самым важным человеком в своей жизни, самой собой. И сказать, хочу ли я прийти к своему результату, настолько ли это для меня сейчас важно, актуально и приоритетно. Либо я, возможно, еще не все съела, и тогда просто перестать отговорки искать и просто еще немного поесть. Тут, конечно же, каждый выбор делает самостоятельно. Когда-то у меня были миллионы отговорок, но однажды я сделала свой выбор и приняла решение. Это работает. Мы с вами уже на ошибке номер 5, водораздел. Ошибка номер 5 это тоже классика, я ее совершала много-много раз. Это я пойду, возьму свое жирное тельце в руки и пойду в спортзал, пойду запишусь на тренировку, куплю онлайн-тренировки и буду сжечь свой жир. Вроде бы опять хорошая стратегия, больше движения, больше расход энергии. Но в действительности очень важно работать с причиной. И по всем исследованиям ученых, за которыми я, естественно, постоянно слежу, потому что здоровое снижение веса – это однозначно моя тема. Так вот, все эти исследования говорят о том, что единственной причиной появления лишнего веса и ожирения у людей является питание. Естественно, когда мы знаем, в чем причина, ну или догадываемся, да, хорошо скажем так, то, конечно же, мы понимаем, что нужно работать и с причиной. И когда есть большое количество лишнего веса, как, допустим, когда-то было у меня 55 килограммов, и мы принимаем вот такое решение, да, пойти в спортзал, то мы сталкиваемся в том числе и с негативными моментами от тренировок. Самое первое, что лежит опять на поверхности, это, конечно же, усиление аппетита, потому что, во-первых, мы уже, скорее всего, работаем со своим рационом питания, а во-вторых, мы еще очень серьезно добавляем физическую активность. И, конечно, тут нас приветствует зверский аппетит и, конечно же, срывы и быстрое возвращение к привычному. Следующие моменты, которые также влияют, это очень большая нагрузка на наш опорно-двигательный аппарат, потому что каждый день, каждый час, каждую минуту ваш опорно-двигательный аппарат носит намного больше массы, чем это является здоровым для вас. И мы его и так перегружаем каждый день. Когда вы идете еще на какие-то тренировки, то нагрузки эти усиливаются в разы. И, конечно, со временем, в перспективе
перспективе 5, 10 и 15 лет нас встречают те самые неприятные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И следующий момент. Когда у нас есть большое количество лишнего веса, 20, 30 и так далее, то еще есть момент того, что есть перегрузка всех систем и особенно сердечно-сосудистой нашей системы. И, конечно же, когда мы идем на тренировки, какие-то интенсивные занятия, эти перегрузки опять усиливаются в разы. И решение к этому тоже будет. Я абсолютно не призываю никого лежать на диване. Я думаю, этого в нашей жизни было более чем достаточно, но призываю относиться к себе с вниманием по принципу «не навреди». И на начальных этапах, когда мы знаем, что причина в питании, самым лучшим будет 20-минутная прогулка каждый день и 5-10-минутная зарядка утром. Этого достаточно при условии работы с питанием. Ошибка номер 6. Это классика, годами про которую нам рассказывали, что так нужно делать. Обезжиренный рацион, практически полное исключение жиров из рациона. И кажется, опять, вроде бы, если навскидку посмотреть, все очень логично. Мы хотим похудеть, избавиться от нашего лишнего жира, и убирая жиры из нашего рациона, мы вроде бы действуем в своих интересах. На самом деле все не так просто. И, конечно же, жиры обязательно нужны для нашего организма, особенно для женского организма, потому что это залог здоровой работы нашей гормональной системы. И я знаю, что многие, конечно же, переживают о том, как будут они выглядеть после снижения веса и как будет выглядеть их кожа. И вот оставление этих жиров в рационе – один из секретов. Почему? Потому что когда мы исключаем и прям максимально урезаем жиры в своем питании, то мы получаем следующее. Мембраны наших клеток состоят в том числе из жиров. И когда мы этих жиров на постоянной основе недополучаем, то наша кожа становится очень сухой и дряблой и очень плохо восстанавливается. Хороший холестерин, который мы получаем с жирами в нашем питании, критически необходим для нашего здоровья. Он участвует в синтезе половых гормонов, кортикостероидов, в синтезе витамина В и в том, чтобы наш организм производил необходимую для здорового пищеварения желчь. Когда нет жиров в нашем рационе, то не могут и усвоиться жирорастворимые витамины. Это витамины А, Д, Е и К. Когда мы убираем жиры из своего рациона, то мы сталкиваемся со следующими симптомами. Это проблемы с памятью, ухудшение нашего настроения, хроническая усталость и нарушение сна. Решением для этой ошибки будет являться употребление молочных и кисломолочных продуктов нормальной жирности, то есть не нужно брать их обезжиренными. Яйца мы едим с желтком. Можно использовать в своем рационе растительные масла, авокадо, жирную морскую либо речную рыбу. Говядину выбирать просто визуально покупая куски, которые там не облеплены жиром. И этих мер на самом деле будет достаточно для того, чтобы здоровым образом снижать свой вес и не столкнуться с теми неприятными симптомами, которые я перечислила. Ошибка номер 7. Я думаю, тоже классика для всех, кто хочет избавиться от лишнего веса. И, конечно же, это будет безуглеводные диеты, низкоуглеводные диеты. И это тот самый способ похудения, который рекомендуют уже просто десятилетиями. Но просто посмотрите на динамику или на статистику людей, у которых есть уже не только лишний вес, но ожирение с каждым годом становится все больше и больше. И, конечно, это связано с тем, что углеводы для нашего организма являются природным, естественным и привычным источником энергии. И как только мы садимся на какую-то низкоуглеводную или безуглеводную диету, то происходит следующее. Отказались от углеводов, происходит апатия, начинается усталость, снижение настроения и, естественно, день за днем все эти процессы повторяются, опять, да, усиливается давление и, конечно же, впереди нас ждут срывы. И, как многие говорят, я просто вспоминаю, каждый раз смеюсь, да, про углеводистую свеклу и морковь. И когда происходит вот такой срыв с безуглеводной диеты, то мы сталкиваемся с тем, что все-таки люди идут не съесть килограмм моркови, а съесть килограмм мороженого и оплакать или встретить, да, свой конец диеты. Поэтому, конечно, для этой ошибки решение также есть. Очень важно не нарушать свой углеводный обмен в организме.
И для этого есть хорошие, простые, весьма исполнимые и полезные для здоровья рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые гласят 400 граммов свежих овощей и фруктов каждый день. Выпечку домашнюю по моему методу можно 2 раза в неделю на завтрак. То есть, правда, можно есть пиццу, испечь какие-нибудь кексики и при этом снижать свой вес. Главное правило — 2 раза в неделю. И какие-то сладости, которые мы хотим употребить, тогда мы вспоминаем, что ягоды и фрукты очень сладкие. Ошибка номер 8. Я назвала ее «искать виноватых» или читаем «перекладывать ответственность». Я думаю, каждая когда-то произносила такую фразу. Но это же муж принес шоколадку. Мама приучила меня есть все с хлебом. Дети заставили зайти в кафе. А бабуля говорила: все полезно, что в рот полезло. И таких вариантов опять сотни и тысячи. Но сводятся все они к одному, что мы еще не готовы или, возможно, не понимаем важности этого. Не готовы взять ответственность за себя, за свое тело в целом. Ищем себе вот такие оправдания и перекладываем на других людей ответственность за себя, за свою жизнь, за свое тело и за свое пищевое поведение в частности. И, конечно же, решением для ошибки номер 8 это будет честно посмотреть на то, что происходит вокруг, осознать и принять свою ответственность за то, что именно только ты можешь влиять на свою жизнь в целом и на свое пищевое поведение в частности. Это один из волшебных секретов получения и сохранения результата. Рада с вами им поделиться. Ошибка номер 9. Это не планировать и не думать о будущем. Это когда мы хотим похудеть к свадьбе, к отпуску, к Новому году. Я думаю, все так делали, не только я одна такая. Конечно же, я это знаю из практики. И когда мы поступаем таким образом, мы делаем опять одну и ту же ошибку. Наступает то мероприятие, тот момент, ради которого, да, то есть мы не ради себя это делали, а вот ради какого-то момента X, да, условного. И вот мы получили результат, момент наступил, как мы думаем, да, это и есть тот самый результат. И мы что делаем опять? Мы возвращаемся к тем же самым привычкам и опять скачем на том самом диетическом круге. Статистика неумолима. 8 из 10 людей, которые снижают свой вес на диетах, в течение года приходят к тем же самым цифрам. Зачастую, к сожалению, набирают еще, как я всегда говорю, да, бонусные килограммы. Решение для ошибки номер 9, конечно же, есть. И оно намного проще, чем кажется. Это комплексная, целостная работа. Не только с питанием, но и в целом с образом жизни, путем создания здоровых привычек. И я не буду лукавить, что это все так раз, да. Мы уже с вами говорили, что мы в реальности, и мы сами влияем на свою жизнь и на свои привычки. И, конечно, первое время вы работаете, да, на свои привычки, вы вкладываетесь в это, вы стараетесь, чтобы эти привычки стали уже вашими. Но потом происходит та самая магия. Привычки работают на вас, и ваш результат навсегда остается с вами. Мы с вами на финише. Ошибка номер 10. Это торговля. Что за торговля? Это взаиморасчеты или торговля с собой, как я ее называю. Что я имею в виду? Это приблизительно такие диалоги в нашей голове. Как когда я говорю: так, я так хорошо похудела, даже перевыполнила свой план на месяц. Ну, значит, тогда я могу это съесть, а потом перепохудею. Или вот я сейчас это съем, но ничего страшного, у меня сегодня тренировка. И в конце концов наша жизнь превращается в бесконечную череду торговли с самой собой и своим телом, да, по сути, в череду взаиморасчетов, каких-то бесконечных вот этих «здесь перетерплю, а там поем», здесь, наоборот, поела, значит, там отработаю. И так приблизительно у многих, к сожалению, проходит десятилетия. И так как мы понимаем, что проблема, причина, да, не решается, то, конечно же, это является ошибкой. И решением тут будет опять выход на честные отношения
с самой собой, сказать себе, что же я хочу в действительности, да, что мне дает эта ситуация и что мне дает другая ситуация, что на самом деле для меня важно, интересно и приятно. Постоянно находиться в этом круге взаиморасчетов, да, и поиск каких-то там подработок, отработок у себя, либо находиться в здоровом теле, в комфортном весе, в хорошем отношении к себе и уважать и ценить себя, и наслаждаться своей жизнью, и завязать с танцами вокруг вкусняшек. Это, конечно, каждый решает для себя. Кстати, ошибок, конечно же, намного больше, чем просто 10. В том числе еще и потому, что все мы уникальны. Если готовы поделиться своим опытом, обязательно напишите про это комментарий. А поскольку я готова и щедро всегда делюсь своим опытом, то я специально для вас приготовила мини-гайд, который можно скачать и сохранить у себя. И всегда в какие-то моменты, когда будут возникать те или иные сомнения, просто напомнить себе о том, а что будет, если я сделаю вот эту вот какую-то ошибку. Мы же знаем, какие будут результаты. И это очень сильно помогает, это наглядность. То есть закрепить у себя и больше к этим ошибкам не возвращаться. Ссылка на мини-гайд будет в описании под этим видео и также в закрепленном комментарии. Его можно скачать на любое свое устройство, компьютер, там, мобильный, планшет и так далее. Также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я каждую пятницу провожу там прямые эфиры, где отвечаю на ваши вопросы. Всем добра и любви!